Всем привет! В сегодняшнем видео без лишних слов я покажу, как быстро и легко нарисовать прохладные освежающие коктейли. Коктейль номер 1. На подготовленном ноготке с белой основой, без липкости, полупрозрачным черным цветом ставим разметки. Сверху 2 точки на далеком расстоянии и снизу 2 недалеко друг от друга. Теперь правую верхнюю точку соединяем с правой нижней волнистой линией. То же самое делаем с левой стороны. Теперь 2 верхние точки соединяем улыбочкой. Сверху рисуем дугу, также соединяя 2 точки. Маленькую улыбочку рисуем снизу, также соединяя края. Полупрозрачным черным цветом, который мы получили, смешав черный цвет гель-лака с топом, закрашиваем весь бокал. Сушим в лампе. Черной гель-краской или гель-лаком и тонкой кисточкой мы обвели полностью весь бокал, сделав контур ярче. Теперь тонкой кистью лайнер и тем же черным цветом рисуем прямую линию по диагонали бокала. К верхушке дорисовываем крючок, сушим в лампе. Теперь белым цветом выделяем трубочку, прорисовывая тонкую белую линию. Также выделяем горлышко и бока стаканчика. Просушиваем. Теперь берем 3 цвета гель-лака. Я взяла сиреневый, синий и бирюзовый. Смешиваем их с капелькой топа и закрашиваем стакан. Нижнюю часть закрашиваем полупрозрачным сиреневым цветом, серединку полупрозрачным синим и верхушку полупрозрачным бирюзовым цветом. Над бирюзовым оставляем небольшое пространство к горлышку. Теперь распушенной кисточкой мы смешиваем цвета, делая плавный переход между ними. Просушив в лампе, смешиваем капельку белого гель-лака с топом, также получая полупрозрачный белый цвет. Им мы рисуем квадратики разных размеров в разном положении. И просушиваем в лампе. После этого ярко-белым цветом и тонкой кисточкой обводим квадратики и дорисовываем куб. Таким образом мы рисуем кубики льда. И сушим в лампе. Теперь кубики льда нам нужно утопить в коктейле. Для этого повторяем процедуру закрашивания бокала в полупрозрачные цвета. Делаем плавный переход между ними. Кубики льда все еще видно, но уже создается впечатление, что они внутри жидкости. Весь ноготь покрываем матовым топом. После просушки берем глянцевый топ, им мы покрываем только стакан, внутреннюю часть. Также обводим горлышко и трубочку. Капаем небольшую капельку геля или клея для страз и украшаем фруктовым фимо. Получили аппетитный напиток, который идеально подойдет в жаркую летнюю пору. Коктейль номер 2. Если рисовать кисточкой сразу для вас тяжело, вы можете взять простой карандаш и сделать разметку рисунка на ногте. Для начала рисуем овал, вытянутый по бокам. Внизу по центру ставим меточку и от края овала к этой метке ведем дугу. То же самое делаем с другой стороны. Дорисовываем ножку бокала и также небольшой овал внизу бокала, заканчивая этим ножку. По диагонали рисуем прямую трубочку, сверху делаем крючок и еще одну прямую, заканчивая треугольничком, что будет зонтиком. И уже теперь тонкой кисточкой и черной гель-краской мы просто обводим рисунок. Это намного упростит вам работу, так как карандашом рисовать намного легче. Набросок сушим в лампе. Теперь смешиваем желтый гель-лак с капелькой топа, получая полупрозрачный цвет. Закрашиваем серединку бокала. Смешиваем второй выбранный цвет с капелькой топа и закрашиваем дно бокала. После чего смешиваем цвета друг с другом, делая плавный переход. После этого рисуем треугольничек в месте предполагаемого зонтика и сушим в лампе. К зонтику дорисовываем маленькие дужки черного цвета. Рядом с ними выделяем белым цветом. Также белым цветом и тонкой кисточкой мы выделяем трубочку и горлышко бокала. Смешав черный цвет с топом, мы затемняем ножку бокала. Так она будет выглядеть эффектней. Сушим в лампе.
Весь ноготь покрываем матовым топом. После того, как он высох, дотсом или тонкой кисточкой мы проставляем густо друг к другу капельки глянцевого топа. Это сделает наш бокал необычным и оригинальным. Также бокал украшаем фруктовым фимо. После того, как ноготок просох, мы получаем оригинальный коктейль домашнего исполнения. Коктейль номер 3. Смешав белый и черный цвета гель-лака, получаем светло-серый цвет. Им мы ставим разметку. На далеком расстоянии друг от друга 2 точки, снизу по центру еще одну. И теперь совмещаем верхние точки с центральной нижней. На вид получается подкова. Теперь вниз отводим 2 небольшие линии, слегка изогнутые. Рисуем улыбочку. Края этой улыбочки соединяем дугой. Ножку бокала не прокрашивайте. Сделайте отступ. Теперь верхние точки соединяем изогнутой линией. Рисуем еще одну дугу сверху. Донышко бокала выделяем темным цветом. Весь бокал закрашиваем полупрозрачным черным цветом. Как вы помните, его получаем, смешав черный с капелькой топа. Ножку бокала делайте темнее, для этого стоит добавить немножко больше черного цвета и просушиваем в лампе. По диагонали через весь бокал рисуем прямую линию. Рядом параллельно с ней рисуем еще одну, но подлиннее. На коротенькой линии дорисовываем крючок сверху. Сушим. После этого я беру клей для страз, можете взять густой гель. И в центр стакана капаем объемную капельку. Выкладываем порезанные разных размеров фруктики фимо. Сушим. Тем же клеем для страз или гелем покрываем фруктики сверху, тем самым выравнивая поверхность бокала, чтобы она была объемной капелькой. Сушим в лампе. Добавляем цвет коктейля. Я смешала зеленый цвет с топом. Им закрашиваю часть бокала, где есть фруктики. Так как цвет полупрозрачный, фруктики также остаются заметными. Весь ноготь покрываем матовым топом. Глянцевым покрываем часть, где есть коктейль. Также глянцевым топом обводим горлышко бокала, тем самым выделяя его. Белым цветом добавляем линии трубочкам. На капельку геля добавляем фруктовое фимо. Поправляем и отправляем сушиться в лампу. И получили аппетитный фруктовый напиток. Мохито, дайкири, джин-тоник или гаспачо, какой коктейль сделаете вы, зависит только от вашей фантазии. Спасибо за просмотры. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и дизлайки. Главное, поставьте колокольчик сверху в углу экрана, чтобы быть в курсе, когда выйдет новое видео. Пока-пока.